Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями и, конечно, за нашими традиционными прямыми эфирами по средам с Костем Бондаренко, известным украинским политологом, а также писателем, автора бестселлера. Скоро будет в 3 дополненных частях «Джокер». Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за такое представление. Да, сегодня решил именно так вас представить, потому что кажется, что Джокер бит. Ну, такое ощущение. На грани пока что. Ну, в Так что общем, я думаю, что это не за горами уже, этот ваш прогноз. и как у нас любят шутить наши постоянные зрители, если вы в их числе, пожалуйста, поставьте лайк, то если не бит, то попал явно в рукав не тот, с шестерками и с какими-то там, ну, абсолютно мелкими картами, которые, в общем-то, Джокер не спасет и не спасут его. В общем, друзья, обо всем по порядку, все традиционно, как обычно, прямой эфир, все вживую, ваши вопросы, это самое главное, мы на них будем отвечать в финале нашей программы. Вопросы можно задавать посредством QR-кода, если видите, и канал поддержите, и на экран прям сразу выведите, и что-то как напишите. Ну и заблаговременно свой вопрос традиционно оставляют пользователи непосредственно в сообществе YouTube. Там спокойная атмосфера, анонс, и люди пишут, задают вопросы. Также в закрытом клубе зрителей Шелеста в телеграм-канале, там тоже очень камерно все. Ну и вживую, онлайн, но внимание, в самом конце, в чате трансляции можно задать вопрос, но это будет в финале после предыдущих двух. Ну а чтобы общение было веселее, в общем, вот такой вопрос нашего сегодняшнего эфира. Договорились ли вчера США и Россия? Смотрите, мы все в курсе, и сейчас обсудим заявление Ушакова, то, что написала западная пресса, то, как Витков не поехал к Зеленскому в Европу, и тот вынужден был, волочить хвост в Жешув, ну, а потом, понятно, возвращаться в Украину. Эти все подробности я выпытаю у вас, да, то есть, что это значит, политические последствия, но... Суть этого вопроса заключается в непознанности, потому что Ушаков, среди прочего, объявил, что нет никаких компромиссов, ну, таких, да, прорывных, будут работать и дальше, но суть как раз переговоров в секрете, и стороны не будут разглашать, о чем они говорили, а это уже интересно. Так вот, договорились или нет? Да, вчера был прорыв, но его прячут, ну, за грифом «секретно». Нет. Компромиссы пока не достигнуты. Ключевое слово «пока», но они достигаются. Следующий вариант. Да. Договорились еще в Анкоридже. А сейчас утрясают. И четвертый вариант. Неясно. Увидим по пленкам Миндича. Смотрите, тут сразу писали в чате трансляции, что по фронту будем увидеть. Коснемся мы сегодня и фронта. Действительно, кажется, вот это осыпание фронта, оно вот прям налицо. Это действительно такая сложная ситуация. Но почему пленки Миндича? Потому что мы видим, что это исключительно политическая история. Ведь сегодня отпустили Магомед Расулова, да, которого держали сначала отца, потом Магомед, причем под личное обязательство, это имеется в виду, что вызвали на допрос, пришел, ни тебе домашнего ареста, ничего, в принципе, можно даже на работу выйти, работа у него какая? В НАБУ, поэтому пленки Минтича тут исключительно подтекст коррупционный и политический. В общем, 4 варианта, договорились ли в США, Константин Петрович? А дело в том, что ни один из этих вариантов не противоречит друг другу. Они фактически взаимодополняют друг друга. Да, договорились. Непонятно, договорились о чем. Дело в том, что подобного рода переговоры не терпят суеты, не терпят там, разного рода пристального внимания средств массовой информации. Один момент. Если бы не договорились, если бы стороны, там, условно говоря, заняли каждый свою позу и, соответственно, грубо говоря, послали друг друга, на этого хватило бы полчаса-час. Более чем 5 часов, 5,5 часов они о чем-то говорили. О чем-то говорили. Обычно в ходе таких переговоров это значит, что вникали в детали, разбирали детали. И очевидно, что некоторые детали требуют дальнейшего согласования. То, что рамку задали еще в Анкоридже, на Аляске, это тоже абсолютно очевидно. И что обсуждали не 19 пунктов, которые обсуждались в Женеве,
обсуждали именно 28 пунктов, которые стали следствием встречи в Анкориджа, это тоже более чем очевидно. И, соответственно, в данной ситуации уже не столь интересно, не столь важно, вот, что обсудили и не обсудили, а важно то, что решили обсуждать дальше. Процесс не закрыт. То, что президенты Соединенных Штатов и России пока еще не встречаются, это говорит только о том, что есть те детали, которые необходимо досогласовать, после чего президенты встретятся. Потому что президенты обычно, когда уже согласованы позиции сторон, они встречаются, и тогда они уже продолжают, уже фактически завершают тот процесс, который начался с их благословения. Важный момент. Уитков отказался встречаться с Зеленским, отказался встречаться по пути в Россию, отказался встречаться по пути обратно. Это означает одно, что Соединенные Штаты решили исключить Украину и Европейский Союз, страны Европейского Союза из переговорного процесса. Процесс будет вестись исключительно между Вашингтоном и Москвой. То, что сегодня Рютте, как генеральный секретарь НАТО, заявил о том, что у НАТО отсутствует план «Б» на случай, если Соединенные Штаты не будут поддерживать Украину финансово и так далее, вот это тоже они расписываются, что у них практически нету сегодня возможности противостоять позиции Соединенных Штатов. То есть это не свидетельство потужности НАТО? Нет, это не свидетельство потужности НАТО, это свидетельство того, что НАТО – это в первую очередь Соединенные Штаты плюс европейские и государства и Канада. Вот. Ну и, соответственно, в этой ситуации как раз это признание того, можно сказать, завуалированное признание того, что если будет диалог Москвы и Вашингтона, то европейские государства будут бессильны что-то этому противопоставить, кроме мелкой провокации. Я здесь сразу немножко до встречи переправлю внимание зрителей и память зрителей. Это вчера Путин заявлял о том, что мы готовы к Европе, имеется в виду повоевать. Если вы хотите повоевать, то мы готовы. Пожалуйста, давайте начнем прямо сейчас. Но учтите, что это не будет так, как с Украиной, где мы там где-то хирургическим образом как-то так вот, а будем вот прям воевать, так воевать. Это как бы гуляй гармонь, да, вперед, погнали. Смотрите, в этом заявлении вот обсудили все. В украинских пабликах украинские аналитики такие проукраинские настроенные, понятно, сразу сказали, вот это вот там задирается, кто-то еще чего-то. Понятно, что очень ругают много Путина, потому что сейчас такой момент, да, сейчас вот момент, сейчас надо как бы выместить вот это зло. Однако тут есть очень важная деталь. Что значит давайте повоюем, начнем прямо сейчас? Европа, она же тоже в НАТО, Константин Петрович. Кто в НАТО? Европа, которой Путин предлагает повоевать. Большая часть Европы в НАТО. Да. Что касается заявления Путина, давайте просто полностью его посмотрим. Путин сказал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа собирается воевать с Россией, то пусть примут во внимание, что Россия готова подобного рода войне, и, соответственно, это будет другой характер войны, не тот характер, который был продемонстрирован в Украине. Помните, на протяжении целого ряда наших программ я обращал внимание на то, а мне обратили внимание как раз профессиональные европейские военные, что война в Украине не похожа на другие войны, которые мир знал на протяжении последнего столетия. Обратили внимание на то, что в войнах, которые сейчас обычно характерны для нынешнего века, для века 20-го, после Первой мировой войны, гибли преимущественно в значительной степени не кадровые военные, не мобилизованные, а гибло мирное население. Причем соотношение погибшего мирного населения к погибшим на полях сражений иногда это 1 к 2, 1 к 3 и так далее.
То есть в этой войне не было тотальных ковровых бомбардировок, не было тотального уничтожения мирного населения и прочих моментов, которые сопровождают войны, которые становятся все более жестокими и жестокими. И на это обратили внимание как раз европейские военные. Они, некоторые на первых порах говорили о том, что это слабость российских вооруженных сил, другие, более, скажем так, умные, говорили о том, что это, скажем так, скорее исключение из правил. В случае войны, если она, не дай бог, состоится, войны между Европой и Россией, будут применены именно все методы, которые в результате могут привести к колоссальным человеческим потерям, особенно среди мирного населения. Большое количество вооружений, которые существуют у российской армии, конвенционных, я не говорю о ядерном оружии, конвенционное оружие не применялись в войне с Украиной. Не применялись. Или же применялись там одноразово, точечно и так далее. Начиная там от вакуумной бомбы и прочее. Что же касается войны, если она будет, это будет война между частью блока НАТО, а именно так, кстати, и американские аналитики, и в России, кстати, говорят о возможности войны России с европейской частью НАТО, исключая там из этого процесса, например, Соединенные Штаты. И я знаю, что и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в России уже проводились неоднократно игры, штабные игры и так далее, которые как раз раскладывали по полочкам все то, что связано с возможностью подобной войны. И скажу, что по моим данным, пока что это не в пользу Европы. Поэтому европейцы сейчас говорят про 28-й, 30-й год и прочее. Ну, да, это как бы такой момент. Очень и очень, знаете, такой умозрительный, хотя с падением Украины, я имею в виду военным падением, потому что тут же какая история? Все говорят, вот нас заставляют. Тут опять, как выкрутит пропаганда? Красиво же выкручивают. Украину заставляют, поэтому мы типа побеждаем. Говорят разные там Корчинские и прочие спикеры марафона, которые, наверное, вряд ли будут финансировать на следующий год, хотя почему будут, бюджет же приняли. Смотрите, тут же возникает очень важная подоплека этой войны, которая изначально проигрышная, потому что ее так ведут. Что я имею в виду? Если раньше, и это действительно так, пойти на фронт, это означало, что ты лучше защищен, ты готов, тебя прикрывает ПВО, тобой дорожит государство как солдатом и тебя оберегает, и ты, в общем, чувствуешь себя военным гораздо более безопасности, чем гражданским. То сейчас все поменялось. Гражданские как бы себя чувствуют вообще незащищенными, скажем так, да, или как незащищенными от случайных каких-то залетов на фронте, которые очень и очень высоки. Многие говорят о том, что, в общем, не избежать мобилизации с 18 лет. Я так понимаю, что политические паузы после вот этих заявлений, где Зеленский ждал в Дублине сигнала, и, я так понимаю, его не получил или получил такой достаточно тревожный, сейчас будет наращиваться мобилизационные и другие, скажем так, ресурсы, которые только возможно, потому что нас ждет эскалация. Смотрите, дело в том, что Зеленский сейчас на растяжке серьезной. С одной стороны, он очень хотел бы мобилизовать побольше сил, отправить их на фронт, но с другой стороны, под каждого мобилизованного, очевидно, необходимо определенное количество техники, ресурса, средств, финансов и так далее. Просто собрать людей и отправить их, как говорил один из украинских политиков, с лопатами на врага, это, я думаю, не совсем разумно. Поэтому, плюс ко всему, он чудесно понимает, что понижение призывного возраста может вызвать настоящий бунт внутри страны. Особенно на фоне коррупционного скандала, когда у людей открылись глаза на многие вопросы. И, соответственно,
Сегодня мы как раз общались сегодня с одним моим западным коллегой, и он мне говорит, а что, неужели в Украине не знали об этих коррупционных скандалах? Вот, неужели люди не знали о том, что в стране коррупция? Я говорю, знали. Но одно дело знать, вот, а другое дело, ну, скажем, догадываться, а другое дело увидеть воочию. Плюс ко всему, дела, которые возбудили НАБУ, показали, что Соединенные Штаты больше не прикрывают Зеленского. И это тоже тот фактор, который может сыграть свою роль в, скажем так, в развитии протестных настроений. Это очень-очень важно. Запас прочности у любой пружины ограничен. Рано или поздно эта пружина может выпрямиться. Особенно, когда многие поняли, что царь-то не настоящий. Ну, смотрите, а кто царь? Помните эту шутку? И вы тоже шутили в эфирах неоднократно, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. Ну и сейчас на Ермака сначала так точечно, потихонечку, а сейчас прям вообще шквал шишек начинают бросать. И все, и вспоминают, и какой он негодяй. Ожидаемо? Когда проводились параллели между современной Украиной и хазарским каганатом, давайте отбросим там вот эти, скажем, антисемитские моменты, потому что в хазарском каганате только верхушка была иудеями, и то, скажем так, не совсем семитами. Вот. Но сама организация власти в хазарском каганате была достаточно интересная. Вот хан или каган, который стоял во главе хазарского каганата, он обладал ограниченной властью. Он был фактически представителем, он был верховным жрецом и был верховным, скажем, был главой этого каганата. Но вся власть фактически принадлежала второму лицу, беку. Бек, который фактически всем заправлял. Он расставлял своих людей на те или иные должности. Он фактически ведал собранными налогами и казной и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть все знали, что Каган – это, там, условно говоря, некий там Иосиф или там другой человек. Вот. А вот вся власть принадлежала вот всесильному Беку. Сейчас фактически Зеленский избавился от Бека. Но избавился ли он полностью от Ермака? Избавился ли он полностью от Ермака, учитывая, какая вертикаль власти создана в Украине? Сегодня, вот я недавно как раз увидел цифры, что в Украине на сегодняшний день из 17 членов правительства 15 – это ставленники Ермака. Вот, из 17 членов. Из 64 ключевых лиц в офисе президента, вот, включая заместителей, советников и так далее, 58 – это люди Ермака. Вот, из 24 глав областных администраций 21 – это люди Ермака. То есть Ермак ушел, но он остается де-факто. Ну, сегодня выходила Менталь и говорила, что он вообще страшный человек. Он хотел быть президентом и даже консультировался в Америке со специалистами. Константин Петрович, как вам такая? Вот солдат, который не хочет стать маршалом, а в данной ситуации Ермак по рангу он совсем не солдат, он чуть выше, он там намного выше. Вот, поэтому вполне возможно, что у него были там действительно какие-то амбиции. Но он чудесно также понимает, что электорально он абсолютный ноль. Сложно найти человека, который бы проголосовал за Ермака. Знаете, есть такие люди, у которых есть стопроцентная узнаваемость, вот, но при этом абсолютно нулевой вариант возглавить государство и так далее. Вот как пример, Медведчук. Медведчук, ну что хотите сделать? Ну вот поставьте весь народ к стенке и так далее, но не проголосуют за него, как за президента. Ни при каких обстоятельствах. Ермак это тоже понимает, что он точно так же. Стопроцентная узнаваемость, все знают, кто такой Ермак, и никто не проголосует за Ермака. Вот. Поэтому стать президентом он мог бы исключительно
там, не знаю, через разные манипуляции, либо же возглавив какое-то временное переходное правительство, свергнув того же Зеленского, вот, как руководитель хунты. Либо же он мог бы провести выборы, ну, скажем так, организовать выборы в Верховную Раду, прийти в Верховную Раду, возглавить Верховную Раду, стать спикером, и потом заставить Зеленского уйти и самому стать исполняющим обязанности. Но выбраться на всенародных выборах он бы точно не смог. Ну, смотрите, сегодня тест пройден. Бюджетный тест. Понятно, что там бюджет это такая, знаете, как это был такой рассказ «Продавец воздуха». Это такая, не знаю, воздушный шарик такой, который раз, и, в общем, там внутри пустота. Но нужен же был сам факт, что без Ермака депутаты голосуют. И есть даже что-то там типа подобие какой-то фракции монобольшинства. Однако вовсю гуляет разная конспирология, что парламент вообще отобьется от рук, выберет себе, ну, одни говорят Тимошенко, другие говорят Порошенко, третьи говорят кого-то другого выберет, Гончаренко там тоже называются, и вот они станут спикерами, вот эти, кто-то из них, да, и скажут Зеленскому: Зеленский, пошел вон, мы теперь исполняющие обязанности. Вот сегодняшний день в парламенте, посмотрите, они проголосовали в бюджете за там что-то 200 тысяч, короче, за надбавки к зарплате. Ну это же, понимаете, я помню, я знал одного человека, который пошел на предвыборку из бизнеса, и он говорит: слушай, да нормально, все, сейчас я пойду. Но это было, ну, давно было, там, задолго до войны, да, говорит, нормально, там одно голосование, я раз избирательную кампанию отобью по вот этим хмурым селам, которые там простолюдинчики там, да, в районах проголосуют. Другое голосование, раз себе Роллс-Ройс куплю. Миллион там, миллион там, миллион там. А сейчас они, получается, их берут за 3 копейки за повышение к зарплате, Константин Петрович. Так она управляемая Рада сейчас или готовая на низком старте к бунту? Нет, нынешняя Рада, скажем так, это самая несчастная Рада за всю историю украинского парламентаризма. Возможно, кроме первого-второго созыва. Но начиная с третьего созыва, вот, было, да нет, даже со второго вот, созыва начались уже настоящие коррупционные действия, настоящий неприкрытый лоббизм фактически. В отсутствие закона о лоббизме, длительное отсутствие закона о лоббизме, привело к тому, что просто лоббизм был абсолютно беспардонным, абсолютно стихийным, неконтролируемым. Депутаты действительно шли в Раду для того, чтобы заработать. Я очень хорошо помню, как одна из народных депутатов говорила: вот ты не хочешь идти в Раду? Я говорю: не хочу, не собираюсь, вот зря, ты знаешь, ты вот там не была, там так можно хорошо заработать, говорила мне, так можно хорошо заработать. Вот. И у нее была просто такая голубая мечта попасть в Раду снова, повторно, после того, как она там побывала. Вот. Ну, точно тоже я слышал от других. Вот, один из депутатов, который не попал в следующую Раду, он просто ходил как зомбированный, он приходил там где-то там, слонялся по кулуарам и прочее, в ожидании, что скоро будут новые выборы, и он снова станет депутатом. Вот, ну, просто это уже ломка была определенная. В нынешней Верховной Раде Ермак, вот он всех попросту поприжал. Вот. Благословенные времена Андрея Петровича Клюева, вот, когда действительно за одно голосование можно было, ого-го, вот, когда было такое понятие, как цена вопроса, когда понимали, что если вопрос на миллиард голосуется, то, соответственно, депутат не может получить 2000, например, в конверте, а он должен получить значительно большую сумму. Вот, эти времена давно прошли. Вот. Андрей Ермак вот, как бы провел людей, люди пришли с широко раскрытыми карманами, вот, кошельками и так далее, а им просто-напросто фигу показали. И причем заставили работать За не за еду. совесть, скажем. Вот. Да, и вот они уже 6 лет так работают. Вот, уже 7-й год пошел. И многие считают, спрашивают: а зачем? Ради чего? Если сейчас они абсолютно подневольные в этом отношении люди. Но внутри зреет бунт. На сегодняшний день внутри фракции, внутри большинства
Вот, парламентского большинства, то есть фракции «Слуга народа», осталось 229 человек. 229 человек. Это значит, что если 4 человека напишут заявление о выходе из фракции, просто не о сложении депутатских мандатов, а о выходе из фракции. Вот, это мажоритарщики потенциально могут это сделать. То тогда в таком случае монобольшинство перестает существовать. Тогда начинается процесс формирования нового большинства. И вопрос, кто его сформирует и под кого сформирует. Ермака вроде бы нет. Вроде бы нет, но вот где-то там Александр Дубинский сегодня написал о том, что Ермак формирует бэк-офис Зеленского. Я охотно верю в это, так что, вот, что и такой может быть вариант. И тут уже будет борьба двух групп фактически. Кто кого перетянет. И одну из групп будет возглавлять Арахамия. Смотрите, тут же важный момент. Арахамия, понятно, в парламенте. Смотрите, если сейчас... Есть же тоже момент, ну вы как историк, вы это знаете. Вот если этот момент упустить, то вот так это и все и будет, понимаете? Не пойми что. То есть время упущено. Если делать переворот, то надо делать сейчас этот бунт, переворот в парламенте, потому что тогда дальше сформируется этот бэк-офис. Это сейчас у всех там вот скандалы и все. Но эти же люди тоже должны будут встречаться с руководителями, назначать министров, пилить деньги. Это уже не так будет выглядеть, понимаете, под тем же руководством Ермака, этим главой бэк-офиса, а не офиса. Вообще, а где новый глава офиса? И могут ли депутаты просто не успеть и оказаться опять в дураках? Я вспомнил Андрея Петровича Клюева, так вот, очень многие его сегодня вспоминают именно в том плане, что в 2014 году он пришел на свой пост, на пост главы офиса президента, администрации президента тогда еще, на месяц, даже менее чем на месяц он пришел. И сейчас очень многие говорят, что вот как-то не особенно хочется тоже приходить на месяц. Потому что никто не верит в то, что с отставкой Ермака Зеленский сможет удержаться очень долго на своем посту. Вот, так что это ситуация, когда полное неверие, и я думаю, что нас ждут очень интересные сейчас моменты. Зеленский обещал, что на протяжении субботы и воскресенья он проведет консультации и к понедельнику скажет о том, кто будет главой офиса. Сегодня уже среда, решения нет, указа нет. Ну, будем ждать дальше. Это потому, что скамейка запасных маленькая? Не только. Не только. Ну, смотрите, скамейка запасных, скажем, вот есть Шмыгаль. Вот. Идеальный человек. Вот. Человек, который не умеет говорить «нет». Человек, который точно не будет свой собственный имидж создавать. Человек, который можно управлять как марионеткой, значит, из бэк-офиса. Вот. Тоже. Да. Но вопрос, а как к этому отнесутся, например, сейчас Зеленский вынужден обращать внимание на тех же партнеров. В первую очередь Соединенные Штаты, которые сейчас ему уже недвусмысленно щелкнули по носу вот этой ситуации с Уиткофом. И дальше вот назначение такое в пику без согласования может дорого стоить Зеленскому владельцу. Далее вызывают Буданова. Зачем это Буданова? Называют там Федорова, называют там, кого только не называют. Даже Свириденко называют. Но зачем пост премьер-министра менять на пост главы офиса? Хотя я-то, и вы чудесно понимаете, что у них не спросят. Офис президента у нас это значительно выше, чем кабинет министров. Несмотря на то, что это неконституционный орган. И так далее. Даже Залужного. И то Залужный вернулся в Украину сейчас. И то говорят, что вот он может пойти. Кстати, это может быть могут быть такие смертельные объятия со стороны Зеленского, вот, чтобы потянуть Залужного за собой. Если Залужный только согласится на пост главы офиса, вот, то я думаю, что после этого он вряд ли сможет на что-либо претендовать. Константин Петрович, это, кстати, очень интересный ход, да, это такая, получается, операция «Преемник», это или, ну, что-то типа того, ведь... преемником, глава офиса по определению не может стать преемником.
Нет, ну имеется в виду, что когда вообще вы видите сценарий, по которому Зеленский может уйти в самое ближайшее время? Кажется, сейчас он перетоптался, утерся от плевка Уиткофа и Кушнера, ну, Еще Уиткофа нет. по большей части, и, в Нет, принципе, ну, он сейчас... попытался сегодня, я почитал некоторые телеграм-каналы, что это Зеленский, оказывается, отказался встречаться с Уиткофом, что он отказался ехать, значит, встречаться. Зачем, мол, мне встречаться с каким-то Уиткофом после того, как он там, значит, поговорил о чем-то. Вот, я могу говорить только на равных с Трампом и прочее. То есть это такую вот версию начали забрасывать некоторые телеграм-каналы, которые близки к офису президента. Ну, в таком случае, а зачем ему было ехать в Жешув и так далее, а потом возвращаться? Это что, я 3 дня скакала, значит, для того, чтобы сказать вам о том, насколько вы мне безразличны. Вот. Сценарий ухода Зеленского. Какой самый вероятный, если мы берем сроки до Нового года? Как вам видится? Я не знаю, уйдет ли Зеленский точно. Ну, условно говоря, я, конечно же, высказываю надежды и чаяния миллионов людей, но в сценарии ухода. Вот. Если только Соединенные Штаты сейчас заявляют о том, что Украина должна выполнить какие-то там требования и в ультимативной форме, он может заявить о том, что я никогда не соглашусь с этим, и пусть кто-то решает без меня. Пусть кто-то без меня. Я Кто? ухожу. Да. Верховная Рада. Смотрите, тут же очень, тут же, как говорите, смертельное объятие, или это вот поцелуй Иуды. Тут же Макрон что выдал на встрече перед Дублином, да, где вообще, конечно, ну, как бы пытался держать лицо Зеленский во Франции, а в Дублине вообще стух. То есть, да, ну, там и понятно, американцы. Значит, он что говорит? Только Зеленский может решать что-то там по территориям. Макрон очень плохо понимает ситуацию в Украине, ситуацию в целом Макрон выдает желаемое за действительное, скажем так. Даже, возможно, он что-то понимает, но он выдает желаемое за действительное. Путин никогда не сядет за один стол переговоров с Зеленским. И он это уже неоднократно сказал. Ситуация может выглядеть следующим образом. Либо Зеленский уходит, и Верховная Рада формирует переговорную группу, и тогда спикер Верховной Рады берет на себя обязательства, он же исполняющий обязанности президента, берет на себя обязанности по подписанию мирного договора. Это один вариант. Второй вариант, кстати, и от России тоже не обязательно Путин будет как раз за этим переговорным столом. Второй вариант – это подписывается соглашение между Украиной и Соединенными Штатами, и подписывается аналогичное соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Потом, после того, как снимается режим военного положения, проводятся выборы, и, соответственно, потом уже после выборов подписывается полноценный мирный договор. И этот мирный договор уже потом, ратификация, все прочие моменты, это уже в таком рабочем режиме происходит. Вполне возможно, что встречи в ближайшее время между украинской и российской делегацией, между главами делегаций Украины и России о прекращении огня, о прекращении войны не будет. Может быть, именно через посредника решаться вопрос. По поводу... Я напомню, что вопрос мирного договора между Северной и Южной Кореей, точнее, мира, завершения войны между Северной и Южной Кореей, не подписывался ни Сеулом, ни Пхеньяном. С одной стороны Китай, с другой стороны Соединенные Штаты подписывали. Смотрите, я сейчас еще немножко времени давайте уделим вот этим аппаратным играм Зеленского, а потом немножко переместимся, может, масштабируемся, да, и о фронте поговорим. Смотрите, важное же сообщение сегодня у Зеленского. Вот он говорит, что будет перезагрузка в энергетике и обороне. И поехали. Центрэнерго, оператор ГТС, короче, все везде, все просто всех будет менять. Значит, Шмыгаль будет отвечать за перезагрузки непосредственно наблюдательных советов в оборонной сфере. Короче, Зеленский перетрахивает. Очень, с одной стороны, конечно, решение сумасбродное, а с другой стороны, где-то, погодите, мудрое. Потому что
все понимают, что сейчас прийти к Зеленскому в команду и сказать: Зеленский, я вот, ты кто? Я начальник там, не знаю, там, оператор ГТС или, не знаю, там еще кто-нибудь, глава области, например, там, или еще кто-то. И на этом фоне прийти человеку будет очень тяжело. Это хоронить свою карьеру, это тем более сейчас все видят, как с Зеленским обращаются, видят, что ситуация катится просто-таки в пропасть и по фронту, и по тылу, и по налогам, и по бюджету, и по всему. Но тем не менее, он же пытается найти этих людей. И он может опять провернуть вот эту историю с ноунеймами фотографов условных, там, которых никто не знал ни в политике, ни около, каких-то, не знаю, хороших дочечек, мамочек, папочек, пристроить чистых и честных, помните это выражение? И сказать: смотрите, я поборол коррупцию, которую возглавлял, но об этом вторую часть не скажет. Знаете, как раз перед нашей программой, буквально за полчаса до нашей программы, я общался с одним известным украинским политологом. И он сказал, интересную сентенцию. Он говорит о том, что я наблюдаю в Киеве новую поросль управленцев. Это люди, которые абсолютно одного шаблона. Это молодые люди, в основном с бородками, накачанные, поджарые такие, не худые, такие хорошо одетые, которые решают вопросы, которых можно встретить возле СБУ, возле Кабмина, там, еще где-то. Они сидят в каких-то ресторанчиках. Все одеты как один, в одинаковую одежду. Все как будто бы с одного конвейера, как когда-то штамповали блондинок одинаковых, с одинаковыми скулами, одинаковыми прическами и так далее, одинаковыми бюстами. Точно так же штампуют таких людей, которые умеют решать вопросы. И именно они являются основой нынешней власти. Именно они, скорее всего, эти люди, решалы, они, скорее всего, займут свои должности в новых кабинетах. Нынешняя власть не может лишиться подпитки со стороны именно этих коррупционных схем. Не может. Власти нужны деньги. Это понятно, но деньги-то американские. Я понимаю. Именно поэтому будет видимость реформ. Уйдут, значит, люди с наевшимися такими мордами, отъеденными мордами такими крупными, уедут в Израиль, в Вену, в еще куда-то, где их будет сложно достать, с этой небритостью и так далее. Уедут эти люди. Придут им на смену именно такие мальчики. Молодые, у которых у каждого из них будет диплом двухнедельных курсов Гарварда, и так далее, и которые будут решать вопросы, связанные с энергетикой. Сказать, что это придут профессионалы, кристально честные люди и прочее, нет. Главное их два достоинства, которые они будут иметь, нет, три достоинства. Первое – это ушлость. Второе – это владение английским языком. И третье – это готовность действовать по накатанным схемам. Получается, что в этом-то и ужас всего происходящего, что меняется только, линия фронта. Ближе становится к Днепру, ближе становится к городам, но у нас эта линия фронта воспринимается властью и схематозниками на власти, и самим Зеленским тоже. Смотрите, опять-таки, мы услышим наверняка, может, конечно, не услышим, замнут все, и Зеленского, и Ермака на этих пленках, и жену Зеленского, первую леди. О многих говорят. Даже там, помните, Хухря появился. Это вообще просто приобретение. Данилов, секретарь, который продавал санкционные, санкции, место под санкциями, да, или там. Да. Кстати, этот рынок сейчас очень активен. Выходят, значит, на очень многих моих подсанкционных коллег. На меня выходили уже там, значит, что с меня взять? У меня таких денег нет, чтобы заплатить за снятие санкций. Выходят, ходят, торгуют этим. По всей Европе ездят, готовы встречаться. Есть несколько имен, которых там они говорят не трогать, потому что это на личном контроле Зеленского.
Зеленского, там Живаго, Новинский и прочее, вот этих как бы мы не можем вывести. А вот список, пожалуйста, вот прайс, за который можно вывести вот там, за некоторое время, так, вывести из-под санкций. И это уже на сегодняшний день этим торгуют, активно торгуют. Ну, кормовая база уменьшилась, поэтому нужно где-то деньги брать, где-то надо зарабатывать для функционирования бэк-офиса. Но все-таки тут не отвертишься от определенных решений. Смотрите, идет процесс переговоров. Выходит Зеленский, это уже во время нашего эфира, он вышел со своим очередным обращением. Значит, что сказал? Говорит, мы готовим встречи в США. После проведения американской командой и возвращения, в общем, проведения переговоров, возвращения американцев из Москвы и всех соответствующих консультаций, Умеров, Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Трампа. Ждем новостей в самые ближайшие дни по поводу этих встреч, контактов, переговоров, личные встречи или телефонные разговоры. Есть постоянный контакт между всеми партнерами и Украиной. Все сейчас происходит очень результативно. На встречах в Женеве и Флориде Украину слышат, в Украине прислушиваются. Ну, вот это вот «почую кожного» от Януковича вспомнилось сразу. Значит, это важно. Рассчитываем, что дальше будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир. И в этот день Верховная Рада исключает русский язык из вот этой группы Хельсинской. Вроде мелочь, да, одно там, мы же говорим о больших переговорах. Но такая это четкий пункт в этом, понимаете? То есть не наоборот берут какой-то, ну там принимают заявление парламента или что-то такое, которое как бы вот ближе приближает там какой-то конкретный пункт. Язык, церковь. То, что ничего не стоит, Константин Петрович. Я имею в виду, ну ничего не стоит. С точки зрения и с логики Зеленского, он таким образом как бы дает понять вот, своим собственным согражданам, вот, своему новому электорату, потому что старый, тот, который голосовал за него в 2019, за него не проголосует ни при каких обстоятельствах, 90%. Вот. Он пытается показать, что он является последовательным, вот, он является человеком, который не готов идти на какие-то уступки, а вполне возможно, что, бросив вот эту кость как раз, он вполне возможно принимает определенное для себя мучительное решение, ну, фактически капитулировать перед Трампом. Умерову тяжело сейчас? А кому сейчас легко? Как в старом анекдоте, Сара, почему же ты не сказала, что тебе хуже всех? Так что это... Я думаю, что у Умерова всегда существует запасной аэродром. Как раз Умеров – это человек, который скажет, что вот злые вы, уйду я от вас, и уедет к себе на Майами, и там будет доживать свой век. Ну, просто складывается впечатление, что обложили Зеленского, понимаете? Зеленского главная проблема, которую чувствует Зеленский, это то, что 2 недели назад он почувствовал, что он не управляет силовиками в полной мере. Что силовой блок теперь уже не готов полностью по каждому его требованию выполнять любые задачи. Когда он поставил задачу арестовать Арахамию, вот. Это реально, вы думаете? Это реальная история, я абсолютно это могу гарантировать. Я знаю от нескольких лиц, в том числе от участников этого процесса, вот, от того, что происходило потом, как Зеленский усаживал за один стол Ермака и Арахамию и требовал, чтобы они пожали друг другу руки. Как потом Арахамия в ближнем кругу сказал, что Ермаку осталась неделя, и действительно через неделю он ушел. Вот это в четверг было сказано, а через неделю, в пятницу, Ермака отправили в отставку. То есть очень много моментов. Вот, все это фактически показало Зеленскому, что у него сегодня нет монополии на управление силовым блоком. А силовики дали слабину, вот, и, соответственно, дали почувствовать эту слабину. И поняли, что фактически есть еще один центр управления.
Это посольство Соединенных Штатов, против которого, ну, это тот лом, против которого нет приема. И Зеленский очень серьезно задумался. Плюс ко всему еще один интересный момент. Все обратили внимание на тот момент, что в понедельник, во время переговоров в Соединенных Штатах, или это было воскресенье, ну вот несколько дней назад, когда проходили переговоры, там, когда с американской стороны сидели Уитков, Кушнер, Рубио, вот, с украинской стороны были тоже представители делегации, вот, на фотографии отсутствовали два человека. Мгм. Это, во-первых, Буданов, во-вторых, Поклад. И в этот момент, по некоторым данным, как раз, что они вели абсолютно другие беседы с абсолютно другими людьми. И это настолько взволновало Зеленского, о чем они говорили, что это были за речи, какие это были, там, что это они себе позволили и прочее. Это заставило его волноваться. Не давали ли показания? Нет, я думаю, что он это воспринял как определенный кастинг. Так что показания – это такое дело. Вот именно его волнует, не был ли это такой себе политический кастинг. Порошенко или Тимошенко? Ни один, ни другой. Не добегут до финиша? Вы знаете, на самом деле они не могут понять, что Украина очень серьезно поменялась, и что возвращение в 22 год не может быть. В январь, в начало февраля 22 года быть не может. А они воспринимаются как реликт. Да, у Порошенко сегодня очень серьезная база. Очень серьезная база. У него есть свои средства массовой информации, у него есть свои структуры, разветвленные структуры. Тимошенко – это часть, скажем так, украинской легенды уже, скажем так, исторического предания Украины. Но в том-то и дело, они воспринимаются как люди прошлого. Оба. Поэтому часть окружения Порошенко убеждают его: давай делай ставку на Залужного, Залужный президент, ты потом, значит, становишься, он помогает там, партии Европейская солидарность стать партией номер один, формируем большинство, ты премьер, вот, и так далее. То есть, ну, правда, это в свое время Порошенко уже то же самое приблизительно обещал Кличко, вот, и он понимает, что подобного рода обещания иногда так и остаются обещаниями. Я почему так спрашиваю? Мне все-таки очень интересно два момента. Момента спросить у людей. У людей никто ничего не спрашивает, заметили? И даже никто об этом не заикается, внутри Украины не говорит. Один, какой бы он ни был, конечно, тоже специфический, но украинцы должны благодарить Вадефуля, вот этого министра иностранных дел Германии. Он один сказал, что, ребята, ну, референдум надо, давайте проведем референдум. Ну а чего? Вы заметьте, все такие борцы за украинцев, а никто не сказал простые вещи. А давайте организуем референдум, а давайте там, ну ладно, выборы там нельзя, это долго говорят. Если ты говоришь о выборах, то ты предатель. Но сейчас-то можно уже о выборах говорить. О выборах, о референдумах. Можно говорить, но вопрос в том, что сейчас социология показывает, что количество желающих, украинцев, желающих вступить в НАТО, снова вернулось к показателям приблизительно 2013 года. Вот. Сейчас, если поднять вопрос о референдуме, если он пройдет честно, если он, ну, правда, на референдумах у нас не предусматриваются, например, наблюдатели, такой момент. Поэтому про честность референдумов это другой вопрос. Если референдум организовать честно, вот, он покажет, что сегодня большинство граждан Украины не считают членство в НАТО достаточной гарантией для Украины в будущем. Плюс ко всему, даже если мы проведем 10 референдумов о членстве в НАТО, решение принимается государствами НАТО. Не Марком Рютте, не генеральным секретарем НАТО, а именно каждым государством, которое входит в НАТО. Соединенные Штаты уже сказали свое мнение, Италия сказала свое мнение, сказали свое мнение Венгрия, Словакия и так далее. Я думаю, что подобных государств будет все больше и больше. Тем более, что зачем считают в самом НАТО, зачем Украине членство в НАТО?
Если можно ограничиться какими-то другими, не обязующими ни к чему документами, которые, по крайней мере, не будут заставлять всех членов НАТО поддерживать Украину в случае новой агрессии. И еще один аспект. Как вы думаете, почему так настаивают европейские государства и Зеленский на том, чтобы держать 800-тысячную армию на территории Украины? Если это будет $2 до $2,5 миллиардов ежемесячно, это будет стоить. Но таких денег у Украины нету. Ровно для того, что считается, что если будет эта северная война, условно, чтобы в Украине держать там силы, которые могут в перспективе открыть второй фронт, ударить с юга. Ровно с этой целью настаивают. И здесь готовы даже жертвовать какие-то деньги именно на содержание этой армии на всякий случай. Ну, смотрите, не второй фронт. Как вы прокомментируете ситуацию? А сегодня она опять имела продолжение. Смотрите, каждый день дроны морские бьют по Черному морю по судам. Сегодня сообщили, что румыны сбили этот прям четко украинский дрон Sea Baby, малюка надводного сбили румыны. А он же не просто куда-то там, говорит, он там опасность представлял. Смотрите, он просто так бы там не прогуливался возле Румынии. Он на кого-то был нацелен, поэтому и запускался этот дрон. Значит, в принципе, если бы румыны не сбили, то, возможно, еще была бы сегодня атака. Там подсолнечное масло. Тихий вчера, крест на пузе, рвал рубаху на себе, говорил о том, что это не мы, это провокация по поводу этого судна, которое с подсолнечным маслом. А предыдущие это два. Сами же взяли ответственность. Смотрите, сейчас если какой-нибудь, там морских тюленей нет, давайте так, дельфин черноморский чихнет в Черном море, это скажут малюк? Нет, вполне, тем более, что ситуация является таковой, что не всегда Киев может гарантировать действия, которые происходят на местах. Ситуация очень часто выходит уже из-под контроля Киева. Это тоже следует признать. Так а кто бьет? Смотрите, сейчас гуляют, я не знаю, не верифицировать это сложно, там дело, как говорится, подсудное, но там есть, например, хакерская группа, Берегини называется. Они опубликовали состав поименный, кто запускает эти дроны, откуда. Все же прекрасно слышали Путина тоже вчера о том, что, смотрите, они-то эти группы, какие там, если верить этой хакерской группе, там иностранцы, там все, не знаю, там 20, сколько там, в общем, все почти иностранный легион, там единицы только какие-то там, что-то с украинскими фамилиями. Легко искать в интернете, просто не хочу этим делиться, потому что вроде как, понятно, хакеры, это же все, как даркнет, это все, тем более война, военное время. Смотрите, но попадут по этим воякам, да, или не попадут, разобьют, не разобьют эти дроны, неважно, вынесут к чертовой бабушке порты, инфраструктуру, о чем, в принципе, говорил Путин. Более того, как пиковая история, нет, значит, будем отрезать от моря. Это ведь тоже было сказано не просто так вчера. Конечно. И это один из вариантов, что если не будет закончена война на нынешних условиях России, то Россия перейдет к другому плану. У НАТО плана Б нет на случай, если не будет финансирования со стороны Соединенных Штатов. У России план Б есть. И этот план предвидит в том числе отрезание Украины от моря. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Вопросов очень много, и спасибо большое, что пишете. Поставьте, пожалуйста, лайк. Договорились ли вчера США и Россия? Вот такой вопрос. И поехали. Значит, 17% да, вчера был прорыв.
Ну, его припрятали. Ну, как бы сказали, вот там вот ничего такого, ой, не смотрите туда, пожалуйста, но как бы Уитков и Кушнер не поехал. Значит, нет, не ясно. Увидим по пленкам Миндича 20%, 23% да, еще в Анкоридже, 41% считает, что нет, компромиссы пока не достигнуты. А я все-таки вот с большинством сегодня все-таки не соглашусь, Константин Петрович. Вы знаете, Ну, я вот, да, я свое мнение уже высказал. смотрите, я просто предлагаю обсудить эти результаты. Смотрите, в каком ключе. Я знал все. Я так думал. Ну, читал. Не то, что знал близко, но читал. Что Кушнер там, Хаббат, вот эти все, короче, евреи, мировой еврейский заговор, связи, вот это все, вот это айпеки, вот это все, там он там рядом, Нетаньяху на короткой ноге, всем может рулить, короче, рулит миром. Но то, что он потомок белорусских партизан... Это известная история. Я не знал только о том, что они были партизанами, Угу. его предки. Вот этого я не знал, что партизаны. Да, его предки из Беларуси. Да, именно этот фактор содействовал сближению там, бывшей пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Петкевич, потом она была первым заместителем главы администрации, потом сейчас она вице-премьер правительства Беларуси. Она в свое время она вышла замуж за представителя Беларуси в ООН, вот, и они на этом именно сошлись с Кушнером и Иванкой Трамп, вот, потому что это же родина, Беларусь – это родина предков Кушнера. И именно их теплые взаимоотношения как раз содействовали тому, что Беларусь сегодня выведена из-под удара Соединенных Штатов и развивает свои отношения достаточно тесно между командой Лукашенко и командой Трампа налажен определенный диалог. Вот. Так что, да, белорусский след у Кушнера, он действительно известен еще во время первой каденции, но вот именно то, что его предки были партизанами, вот это действительно я этого не знал. Ну да, сбежали из лагеря и вернулись партизанить. Ну вот, на ту свою белорусскую территорию. Вот именно там. Что он там делал? Вот мне кажется, смотрите, если мы вот все пытаемся что-то проанализировать, как бы понять, но здесь же все прячется на поверхности. Кушнер, он впервые, да, с Путиным на таком уровне, раунде переговоров. Если Витков уже там шутили, помните, и квартиру купил, и уже там выбирает блюдо в ресторане, уже нормально, то есть он ориентируется, уже как бы все нормально. Но появление Кушнера, ведь это же определенная новизна и специфика, и вы заметьте, как резко он пропал из новостейных сводок. То есть он там был, говорят, Витков, сначала просто Витков, потом Витков Кушнер, Кушнер Витков, Кушнер Виктор, вот. А потом раз, Витков не полетел, Витков не захотел, Витков уехал и как бы исчез. Точно партизан. Нет. Витков лицо уполномоченное, конкретно он является уполномоченным по вот этим именно сложным вопросам. Кушнер вот, является человеком, который не является спецпосланником и так далее, он частное лицо. Частное лицо, которое представляет Трампа как член семьи. Он представляет Трампа. Все чудесно понимают, что он как частное лицо имеет очень серьезные полномочия, не столько полномочия, сколько доверие самого президента Соединенных Штатов. Но в окончательных релизах, понятное дело, что его имя не упоминается. То есть он в подмогу Уиткову, на которого атакуют в последнее время. Да, Уитков, он уполномочен. Он представляет определенные позиции, определенные команды. Вот, и именно поэтому, имея полномочия, имея директивы, он может как раз фигурировать в этих именно информационных сводках. Я часто привожу пример, что в 1941 году, после вторжения Германии на территорию Советского Союза, представителем Рузвельта, который приехал в Москву для переговоров со Сталиным и Молотовым, было неофициальное лицо Гарри Гопкинс. В то время он еще не был госсекретарем, он был просто, у него был статус друг Рузвельта.
Друг Рузвельта, близкий друг Рузвельта. Вот он приехал для того, чтобы наладить определенные вот, отношения и выяснить определенные пути возможного контакта. Поэтому вот эта неформальная сторона, использование неформальных лиц для продвижения тех или иных интересов или же согласования тем, это абсолютно нормальная тема с точки зрения американской дипломатии. Многие отметили, что, ну, условно, еврейский вопрос принципиально важен и Ну, встал. да. Потому что, ну, Еврейский Путин очень всегда с пиететом относится к, да, у Кушнера. Смотрите, вот в чем загадка, его роль какая, как вы ее видите, у Кушнера? Кушнера. Он очень важное, влиятельное лицо. Во время первой каденции Трампа он был помощником, вот, первым помощником фактически. И у него действительно очень серьезные связи в еврейском лобби, это правда. Вот. Он действительно очень много сделал для решения вопросов, связанных именно с Израилем. Вот, его идея была во время первой каденции Трампа признать, что столица Израиля не Тель-Авив, а Иерусалим. Вот, и прочие моменты. И сейчас вот в решении вопроса, связанного с Газой, тоже была роль именно Кушнера достаточно активна. Вот, поэтому я думаю, что в данной ситуации, понимая именно его значение не столько в еврейском мире, вот, а сколько именно в семье, вот та роль, которую он играет в окружении Трампа, к нему соответствующее отношение. Я вообще считаю, что у нас тоже, значит, если говорить, то, знаете, какая-то неформальная дипломатия, вот она у нас абсолютно не учтена. Хотя на самом деле, если говорить про Андрея Борисовича Ермака, он же тоже лицо у нас не наделенное конституционными Очень полномочиями. неформальное лицо. Именно он Было. очень неформальное лицо, в Конституции не предвидит такого статуса, как глава офиса президента. Но он же у нас играл основную роль. Константин Петрович, а если пойдет обрушение фронта как домино? А кто будет спасать Зеленского? Кушнер, Витков, Урсула, Кая Каллас, Макрон, Стармер, Нет, Зеленский думает, Путин. что его будут спасать его друзья из Великобритании, что его будет спасать вот эта группа Ми-6, из Ми-6, которая сегодня охраняет Зеленского. Вот. Так что Зеленский отказался от украинской охраны, его же охраняют сейчас британцы в основном. Вот он думает, что они его и спасут. Да, пускай думает. Друзья, давайте теперь подумаем о ваших вопросах. Спасибо большое, что пишете. Поехали, сообщество YouTube. Скажите, Константин, эту часть украинского нынешнего ДНК «Мы не Россия, мы в Европу». Вопрос, как быть? Это уже не исправить? Теперь есть кто за и против? Или все одинаково думают? Но нет, дело в том, что очень многие процессы э, э, во взаимоотношениях между теми или иными народами, они определяются политически. Вот. Под воздействием тех или иных пропагандистских штампов и так далее. Вот. И меняются иногда те или иные воззрения со сменой поколений. Я не удивлюсь, если через поколение или следующее поколение немножко поменяет свои взгляды, векторы. Вот. Нынешнее поколение точно не переделать. Так, хорошо. Следующий вопрос. Константин Петрович, режим все жестче прессует епископат УПЦ. Из последнего отправления митрополита Черкасского Феодосия понятно, что правоохранители расследовать не будут. Цивилизованный мир не заметит, местное оболваненное население еще и поддержит. Как историк, знаете подобные случаи из истории безбожных пятилеток в СССР? Это уже было или Украина здесь превзошла? Нет, конечно же было. Конечно же было то, что происходило в 20-30-е годы, потом в 60-е годы, в 70-е, то есть даже в 70-е. И то были случаи
Я не хочу говорить о том, что вот проводить параллель между нынешней ситуацией в Черкасах и там отравлением митрополита Никодима Ротова в 1978 году и так далее. То есть это разные, скорее всего, были случаи, но в 30-е, 20-е, 30-е годы власть активно поддерживала искусственную обновленческую церковь, которая получила Томас в свое время, вот, от Константинопольского патриархата, поддерживали эту церковь, которая была больше политической структурой, чем религиозной, а гонениям подвергались епископат, значительная часть митрополитов попали либо в тюрьму, либо же были казнены, либо же оказались в эмиграции, но церковь прошла через катакомбы, прошла через эти гонения, и начиная с 1943 года начала возрождаться. Потом были гонения во времена Хрущева, вот. Потом, слава богу, после 1963 года вот, началось постепенное возрождение. Так, смотрите, приходят новости, друзья, что спецпосланники Витков и Кушнер доложили, это Рейтерс пишет, доложили Трампу, и, внимание, Трампу и украинской стороне о том, что было вчера. Это вот только приходят эти новости. Значит, агентство ссылается на представителя Белого дома, который говорит, США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставители Уитков и Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны. Слушайте, интересно. Украинцам и Трампу рассказали. Вопрос, брифинг, он предвидел, что они пришли в кабинет к Трампу, вызвали кого-то из Украины, из украинской стороны. Вопрос, кого? Угу. Вот. Или же это было прямое включение, там, например, с Зеленским. Вот. Мы не знаем всех этих обстоятельств. Или же они поговорили с Трампом, Трамп сказал, подготовьте релиз и отправьте украинской стороне. Вот. Мы не знаем этих всех подробностей и не знаем реакции. Пока что. Да, интересно. Ну, посмотрим по Зеленскому. По Зеленскому все будет видно скоро. Но он уже вечернее обращение записал, поэтому уже ничего не будет видно. Добрый вечер из Эстонии. Константин, про Зеленского книгу написали. Она про Путина будет написана? Спасибо за ответ. Я думаю, что в России есть кому писать про Путина. Вот. Да, хотя у меня скоро будет книга, которая касается именно российских элит. Вот. Это очень, считаю, важный вопрос, потому что Россия стоит сейчас на пороге как раз смены поколений в политике. Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы заглянуть немножко за горизонт. Мирослав, до лета мир будет? Спасибо. Очень хочу в это верить. Я не Ванга. Я не гадаю также на кофейной гуще или же на, там, не знаю, на бараньих лопатках, но очень хочется на это надеяться. Александр, добрый вечер. Александр, прошу вас, Константину, задать такой вопрос. Людей накачивали очень долго, что скоро победа, и кофе в Ялте. Как теперь будут объяснять, что почему-то надо идти на уступки? Каким образом это будут юридически закреплять? Юридически закреплять именно подписанием серии договоров, именно серии договоров. Вот. Плюс ко всему, украинская сторона может заявить о том, что мы идем на вынужденные шаги, но мы не признаем, потерянные территории. И, соответственно, на украинских картах эти территории будут закрашены там определенной сеточкой, так скажем так, как спорные территории, скорее всего. А значительная часть государств в мире там будут признавать эти территории российскими. Константин Петрович, вам как к историку вопрос от тоже Александра. Табакерка, шарфик, женское платье. Ваш вариант? Миф о том, что Керенский бежал, переодевшись в женское платье, это только миф. На самом деле он выехал как офицер сербской армии, как серб выехал, и, соответственно, абсолютно благополучно из Гатчины в начале 2018 года. Вот. А что касается табакерки и шарфа, ну, знаете, как-то неэстетично.
Мгм. эстетично. Вот, да. Лучше вот эти штаны латексные, вот эти. И каблуки. Помните Зеленского в Так, этом можно образе? еще вспомнить и про вилку там, Петра Третьего и прочее, то есть разные варианты. Вот. А что касается как раз, я думаю, что у каждого свой путь, у каждого свой путь. У Владимира Александровича он тоже свой, но он не занят. Мгм. Спросите Бондаренко, неужели до сих пор не понимает, что Украину капитуляция ждет и как минимум раздел на 3 части? Ведь России воевать не надо, чтобы оставшиеся бывшие русские земли вошли в состав России на основе референдумов в ближайшем будущем. Вопрос, а кто проведет эти референдумы, это первый вопрос. Второй Так вопрос, сами же и проведут. кто заинтересован в разделе? Вот. Да, есть такие версии. Например, смотрите, да, есть один из меморандумов, который подготовлен, например, был в окружении Орбана Мгм. еще в декабре прошлого года. Да, он предусматривает раздел Украины на 3 части. Причем там предусматривается демилитаризированная зона, вот, переход целого ряда областей, в том числе и Харьковской, и Сумской, в состав Российской Федерации, широкая демилитаризированная зона вплоть до Житомира, вот. И дальше там на Западе фактически создание государства. Второй вариант, это тоже там, с ним носится, что часть отойдет к России, часть останется непосредственно Украина, часть перейдет к Европе. Вот Европа разделит там Западную Украину. Ну, это на самом деле, как сообщают европейцы непосредственно, что им проще будет исключить Польшу, Венгрию, там, Румынию из состава Евросоюза, если они пойдут на этот шаг, чем смириться с этим. Ну, это, опять же, разные есть варианты. Разные варианты. Вот. То, что Украина проиграла войну, я об этом говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю об этом постоянно. Но вопрос, будет ли разделена Украина в самое ближайшее время на несколько зон, это вопрос очень спорный. Добрый вечер, Александр Константин. Это не претензия, точнее претензия не лично к вам, но все же хотелось бы публично поднять этот вопрос. Почему из так называемых ломов, знаменитостей журналистов, прочих вещателей медиапространства, людей даже не поднял никто вопрос и не направил публичное обращение к правительству Израиля с просьбой хотя бы прокомментировать дело Миндича и Цукермана, которые к ним сбежали? Выглядит как схема обогащения Израиля за счет других государств, когда граждане Израиля обворовывают другие страны, а потом спокойно тратят награбленное внутри Израиля. Я бы понял, если бы они не выдавали своих граждан, но хотя бы задерживали как-то, судили, ну или хотя бы за дискредитацию Израиля. Уж простите за наивность. Спасибо большое за интересное предложение. Спасибо. Так что идея очень интересная. Я думаю, что не за горами будет ее воплощение. Ну, правда, слушайте, а Израиля мы не слышим. Такой скандал, а они тихонько... А мы тут ни при чем, а мы не тут при чем, играемся с мячом, кушаем мацу, понимаете? Кушаем мацу и играемся с мячом, как в этой песне, собственно, пели. Константин Петрович, можете вспомнить хоть одно искреннее заявление после ноября 24-го, когда он сказал «головне не земля, а люди», действительно адресованное украинскому народу, а не западным партнерам и зарубежной публике? Спасибо. Зеленскому абсолютно все равно, что подумают о нем его сограждане. Вот. Он понимает, что его публика, которая должна ему рукоплескать, которая должна там, обеспечить овации и так далее, она именно за рубежом, за пределами. Она находится в европейских столицах. Вот именно для них он работает, для них он выходит на сцену. Виталий интересуется, тоже в продолжение нашей с вами, части разговора о том, что Кушнер там, я больше бил, кто такой Кушнер. Виталий спрашивает, что все акцентировали внимание, мол, смотрите, какой грустный был Витков на переговоре с украинцами, а там в Кремле какой веселый. Тоже на фотографиях очень довольные были Ушаков, и Путин, и Дмитриев. Но спросить хотела Кушнере вот что. Если не показалось, как бы
собственно, он был напряженным, даже скованным. Контраст такой своеобразный между Виткофом и Кушнером. Как бы вы интерпретировали? Заранее спасибо за ответ. Нет, на самом деле Кушнер, он вообще сам по себе человек такой очень собранный, он такой является в переговорах, в любых переговорах он ведет себя действительно именно таким образом. Кстати, если вы посмотрите там другие видео с участием Кушнера, вы увидите, заметите тоже, что он человек далеко не такой, который позволяет себе расслабляться. Угу. Вообще, вы знаете, у меня возникла такая мысль как раз, что Украина должна тоже с украинской стороны назначить нового переговорщика, и им должен стать Владимир Тимофеевич Кияшко. С американской стороны зять Трампа, с нашей стороны тесть Зеленского. И тут разговор. Общий разговор, общее поле для беседы. Так, значит, следующий вопрос. Сегодня Рада, в общем, убрала защиту русского языка согласно Европейской хартии, но на пленках НАБУ все фигуранты между собой говорят на русском языке. Константин, подтверждает ли это, что русский язык в Украине является теперь языком доверия? И, может быть, именно этот статус нужно будет присвоить русскому языку в Конституции Украины? Я в одной из наших программ говорил уже, что русский язык превратился в язык интимного общения. Интимного не в плане, что в кровати, а именно доверие, именно между людьми, когда доверяют близкому другу, близкому родственнику, еще кому-то, когда люди определяют свой-чужой именно по тому или иному языку. И это язык действительно доверия. Понятное дело, что некий статус вряд ли ему будет присвоен, но то, что у нас в Украине, мне часто рассказывали, что таксист, если садятся к таксисту пассажиры, сначала пару фраз на украинском, а потом, когда уже понимают, что можно, что уже свои, могут переходить уже на русский язык. И это сплошь и рядом. Не только в Киеве, это в Одессе особенно, это во многих других городах. Поэтому этот свой-чужой, это определение, плюс ко всему на некотором этапе это может стать языком протеста, особенно на фоне протестных настроений у поколения детей относительно тех же родителей. Но то, что запретами и нормативными актами запретить русский язык и ввести украинский язык невозможно. Более того, что Рада подобного рода действиями, не только Рада, эти мовные омбудсмены и прочее, они делают медвежью услугу украинскому языку. Это правда. Значит, так, СБУ вышли как раз мы в прямом эфире, говорят, нет, пресс-служба, нет, все нормально. Все дроны Sea-Baby на месте, малюков пересчитали, все хорошо. Вообще, все на месте. И большие малюки, и малые малюки. В общем, да. Ничего мы не теряли. И вообще там возле румынских территориальных вод не ошивались. Поэтому это все фейк, ложь и провокация, что румыны подбили дрон. Ну а что еще может сказать пресс-служба? Конечно. Никушор-Дан работает уже против Украины, да, новый президент. Это да. А какой бы мог быть его визави? О, вот это да, из ТикТока. Значит, вот тогда было бы веселее. Тут, кстати, итальянцы вообще выдали. Это просто, говорят, все. В пурле вашем участие принимать не будем, скидываться на деньги не хотим. Мы будем вам помогать дипломатически. Так и хочется сказать, не учите меня жить, помогите материально. Да, именно. А на самом деле, Виталий, это же не на голом месте, это не потому, что Джорджа Мелони не любит Украину, а потому что она тоже умеет читать социологию, она умеет считать деньги, и она умеет понимать, она понимает, в принципе, настроение рядовых итальянцев. Угу. Значит, здравствуйте, Людмила. Константин, вы верите в то, что Зеленский порвал с Ермаком или перевел его в ПКОСИС, оставив членом СНБО, главой комиссии госнаград Геральдики, замглавы Рады с антикоррупционной деятельности, главой Рады с поддержки предпринимательства, членом инвестиционной Рады, инвестняне? Спасибо. Также членом Ставки, да, Верховного да. Да, так что, конечно, я не верю.
Абсолютно не верю, и поэтому я сегодня говорил уже о том, что вполне возможно, что он действительно формирует бэк-офис. Константин Петрович, ни одна из попыток украинской государственности не увенчалась успехом. Идея общественного блага не свойственна украинскому менталитету или в чем еще причина? Да нет, дело в том, что как-то Украина на протяжении истории она неоднократно выступала как такой себе универсальный разрушитель империй, универсальный разрушитель государств. В составе какой бы империи ни была Украина, какого бы государства, она всегда выступала именно тем фактором, который детерминировал разрушение. Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, Советский Союз и так далее. Польша междувоенная. Всегда украинский фактор выходил как фактор, который там приводил к развалу. А тут вдруг Украина, оказалась, вот этот дух Украины оказался в составе украинской государственности. И тоже привел тоже к подобному результату. Очевидно, что необходимо менять какие-то системные настройки. Чат трансляции, перейдем сюда. Значит, горские евреи. Почему у них сейчас такой взлет во власти официальной и неофициальной? В России Михельсон, Год-Ниссан, Керимов и еще многие. Честно говоря, никогда не задумывался над этим вопросом. Ни про горских евреев, ни про различия между разными еврейскими группами и так далее. Точно не отвечу вам на этот вопрос. Читайте в будущей книге про российские элиты. Но я точно не дам ответ на то, почему именно горские евреи имеют подобного рода преференции. Да, то есть вопрос от пользователя. То есть кидок Европы с полноценной по полноценной поддержке Украины не повлияет на отношение украинцев к Европейскому Союзу и членству? Вполне возможно, что повлияет, потому что отношение потребительское со стороны Украины. А когда не дадут то, на что надеются, то, соответственно, будут обвинять не самих себя, а именно тех, кто не дал. Ключи к миру лежат в Одессе и в Николаеве, спрашивает пользователь. Я думаю, что пока что они лежат в Покровске и в Краматорске и в Славянске. Угу. Пока что. Но если там эти ключи не будут подобраны, если эти ключи не будут взяты, то я думаю, что потом эти ключи будут разбросаны по всему левобережью, а также по Северному Причерноморью. Чем бы занимался Константин Петрович, если бы не история политология вынуждена? Александр, задайте, пожалуйста, этот вопрос. Почему вынуждена? Я с детских лет мечтал об истории. Я поступил на исторический факультет. Историю нельзя, не надо. Константин Петрович, значит, история, политология, чем еще? Я не знаю даже. Я, наверное, ничем не умею больше заниматься. Я даже водить автомобиль не умею, так что я даже таксистом не был. Олеся, вопрос. У Макрона рейтинг 16%. Сейчас зачем ему война в Украине, если большинство французов против продолжения войны? Привет из Франции, кстати. Олеся, привет. Именно для того ему и нужна не столько война в Украине, ему нужна поддержка именно духа милитаризма. Дух милитаризма и создание определенного посыла, пропагандистского посыла, что завтра Путин нападет на Европу. И если не Макрон, то кто, условно, это сможет да. противостоять? Значит, Константин Петрович, Зеля как комик очень много проблем создал в мире. Что же с ним будет? Вячеслав спрашивает. Я думаю, что если он успеет переехать через границу, если он успеет добежать до границы, то у него будет безбедное будущее где-нибудь в Великобритании или на каких-то островах. Денис Ефимов спрашивает, что Кость сейчас читает и какие книги нравятся? Сейчас у меня на прикроватной тумбочке Натан Эйдельман. Как раз я перечитываю мой 18 век. Угу. Вопрос Бондаренко. Почему в России говорят, что Одесса русский город и что нужно вернуть город в состав России? Можете объяснить, почему они там так говорят?
Стратегическое значение Одессы в первую очередь. Во-вторых, я более чем уверен, что Одесса – это город со своим духом, и одесситы себя считают не русскими, не украинцами, они себя считают одесситами. Вот я, по крайней мере, с этим сталкивался всегда до войны. Вот, они себя считали вот именно отдельным городом, таким, вот как начали в конце XVIII века бороться за статус Порто-Франко, вот так они фактически, вот этот дух Порто-Франко у них всегда и существовал. Мгм. Так, в 90-х годах Иваньков, вор, говорил, что ФРБ и ФСБ работают вместе, и вся их работа заключалась в создании проблем для русского человека. Сейчас это мертворожденное дитя вышло на новый уровень, спрашивает пользователь. Мертворожденное дитя кто? Ну, я так понимаю, как это, плод Ну, смотрите, да, там в ФФБР. 90-е годы это не только Иваньков говорил, но на самом деле очень была распространенная такая, был распространенный такой афоризм. Он где-то соответствовал тем настроениям, которые существовали в отношениях между ельцинской Россией и Соединенными Штатами. Это очень многим не нравилось, очень многие считали, что это унизительно для России. Вот. Но Путин пытался с самого начала, когда он пришел к власти, он пытался показать, что он антитезис к этому афоризму. Куда делся Геолерос, Елена интересуется. Вы что-нибудь слышали? Честно говоря, я не знаю, куда делся Геолерос. Я как-то за ним не следил. Он несколько так скандальных там заявлений сделал в свое время и как-то исчез. Мгм. Ну, Скажем так, личность не того масштаба, чтобы может где-то проявится. ну, воевал и судился последнее время. Ну, давненько не было слышно. Не Судился он буду. там средние пальцы показывал Ермаку Зеленскому, помните? Сейчас интересно, Это кстати. Сейчас интересно, кстати, что с ним будет. Так, поехали. Референдум в Одессе будет? И вообще будут референдумы? Ну, это уже вопрос, я думаю, такой, опять же, гадание на кофейной гуще. М. Так, значит, ага, мертворожденное дитя это и есть любой вор, нормальный человек варью верить не будет, а у хуторянина нет выше авторитета, чем варюга. Кстати, знаете, это прям последнее время, а никто об этом серьезно не говорит, Константин Петрович, ни с философской точки зрения, ни с исторической, ни с историосовской. Варьё же. Ну, понимаете? Воры. А все говорят, воры, мы и так знали, все нормально. Но это же целые пласты поколенческие. Война, элит. Ну, вы поняли, то есть, да, вот эти социальные... ну, это же продукт вот и социального неравенства тоже одновременно. В общем, такая достаточно очень болезненная тема. Тема раскола уже как бы не по наружу, а внутри. Ну, это правда, но дело в том, что у нас вообще очень мало говорят о смыслах и о сути тех или иных процессов. Вот. Власть, в принципе, бессмысленна по своей сути, потому что она вообще не заинтересована в формировании смыслов. И вообще не заинтересована в том, чтобы зреть в корень вот, и, соответственно, докапываться до сути того или иного процесса. Нет у нее этой потребности. Общество тоже привыкло жить от скандала к скандалу, от сенсации к сенсации, вот, не особо вдаваясь в основу того, что происходит. Поэтому я думаю, что время разбирать все эти моменты придет. Обязательно придет. Ой, какой хороший вопрос. А что будет после отмены военного положения? Вы знаете, это как раз этот вопрос интересует не только нашего зрителя. Дело в том, что я вижу, как люди, близкие к офису президента, тоже задаются этим вопросом. Потому что вот, чаще всего вот, устами людей, приближенных к офису президента, говорят о том, что вот нам ни в коем случае нельзя отменять некоторые положения, которые действовали во время военного положения, вот, некоторые нормы.
В частности, нельзя открывать границы, нельзя там вводить в полной мере действия Конституции, необходимо хотя бы на полгода определенные, а лучше на год определенные моратории там, на действия гражданских прав и свобод, иначе будет вообще катастрофа. Да, действительно, будут очень серьезные проблемы, к которым государство не готово. Вы же понимаете, что на самом деле война породила целую касту людей, которые сегодня заправляют ситуацией в бизнесе, в управленческой сфере, которые зарабатывают деньги и прочее. И завтра отмена военного положения делает этих людей маргиналами. Вот. Вы же понимаете, что на самом деле будет большой поток людей, которые захотят выехать из Украины, потому что нечего есть, негде зарабатывать деньги. Имеется в виду, что денег нет, нет работы, вот будут ехать куда-то. Европа скажет, нет, стоп, мы не резиновые. Вот, и, соответственно, возникнет вопрос, что либо Украина возьмет на себя функции там, продления моратория на выезд людей из страны, либо же Европа отменит безвизовый режим. Вот, то есть и это тоже возможно. Точно так же начнутся очень серьезные проблемы, связанные с криминогенной ситуацией. Вот. Просто голодные люди, которые демобилизуются, вот, начнут искать себе пропитание, кормовую базу. Вот. И под таковой они будут понимать, что вот есть богатые люди, которые жируют, а под таковыми они будут понимать людей, у которых есть там старый Запорожец или, там, или скажем, там однушка на Троещине, даже таких. И, соответственно, вот это может быть как бы такая цепная реакция. Власть к этому не готова сегодня. Поэтому власть сегодня говорит о том, что давайте продлим ограничения, связанные с Конституцией, с действием Конституции. Вот. Ничего лучшего они пока что предложить не могут. Значит, так, друзья, как вы относитесь к книге Ефименко «История украинского народа»? Спасибо большое. Александра Ефименко написала ее более 100 лет назад, и на самом деле это народническая школа украинской исторической науки, которая была признана, скажем так, устаревшей еще во времена Грушевского. Ой, так, извините, что-то пропал звук. В каком веке северные русские стали ментально отличаться от южных русских, украинцев, спрашивает Сергей. Они изначально отличались, были отличия, серьезные отличия были во взаимоотношениях между, скажем, в мировосприятии и так далее на Руси. Это было достаточно заметно. Вот, разные факторы влияли на формирование новгородских, скажем так, Ростово-Суздальских земель и киевских земель. Разные были события, разные продуктивные силы и так далее. То есть еще тогда были серьезные отличия. Угу. Даже конкуренция в летописях была. Новгородские и киевские летописи, летописцы конкурировали относительно некоторых мировоззренческих вопросов, а также династических вопросов. Так, значит, противостояние селян и военных со стрельбой в Житомирской области, как вы можете прокомментировать? Это не единичный случай, это случаи были неоднократно. Вот Житомирщина, Волынь и прочие там северные регионы Украины, они неоднократно демонстрировали такие спонтанные акции протеста, правда, они не были длительными и системными. Что лучше, раздробленная Украина или автономия в составе Российской Федерации, на ваш взгляд, спрашивает пользователь? Я считаю, что лучше мирная и объединенная Украина, которая имеет дружеские, открытые и честные отношения со всеми своими соседями. Ну, я хочу дополнить и тоже сказать, что я считаю, что лучше адекватные люди у власти.
Они, Конечно, это один из залогов. они комики и ларечники, а теперь комик страдает по ларечнику, а другие бывшие грузчики его ларька, да, вот теперь переживают, что он за ними будет охотиться, и, в общем, говорят, мы не в безопасности. Бедную Мендель кто так запугал? Давно ж не видно, не слышно было, вышло такие прям... Или заплатил кто? Пресс-секретарю бывшему Зеленского. Это я не берусь сказать, потому что я точно не знаю, платили, или это ее фантомные боли, или там страхи и так далее. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор. Действительно, вот люди, кстати, в чате пишут, очень интересно, с чем выйдет Трамп. Ну, он там на очередном отчете выспался, да, вместе с Рубио сидел, когда там несколько раз кунял, да, вот ничего, вот с чем выйдет сейчас? Ему что, уже доложили? Ему и украинской стороне, да и украинская сторона что будет предпринимать? Ох, сейчас будет интересно. Самый такой, Да. наверное, напряженный период. Ну, это уже прокомментируют мои коллеги. Ну, а мы... В самое ближайшее время. Ну, а мы, собственно, вернемся ко всем вашим вопросам и этим вопросам ровно через неделю по средам. Обязательно подпишитесь на Костя Бондаренко и в Телеграм, и в сообществе, и в Ютубе, да, там ссылка есть непосредственно в описании к этому видео. Константин Петрович, благодарен вам за время и мысли. Спасибо и вам, спасибо и до новых встреч. Берегите себя, всем добра и